Государственный каталог музейного фонда – это информационная система, главный информационный ресурс, база данных, в которой содержатся сведения о всех музейных предметах и коллекциях, которые хранятся в музеях, в частных собраниях нашей страны. Создан государственный каталог был в далеком 1996 году, и его появление на свет было связано с изменениями в музейном законодательстве. После того, как появился закон о музейном фонде Российской Федерации, музеях Российской Федерации, знаменитый наш музейный 54-й федеральный закон, вот в этом законе был описан механизм включения музейных предметов в музейный фонд. И это должно было осуществляться при помощи государственного каталога. Музеи передавали туда в электронном виде сведения и, соответственно, таким образом наполняли базу данных. Предметы получали номера государственного каталога и считались после этого уже официально государственной частью музейного фонда. Но могу вам сказать, что сейчас, наконец 2021 года, в государственном каталоге уже более 30 миллионов записей о музейных предметах. То есть эта работа идет. Она идет довольно планомерно, ритмично, и самое главное нововведение, которое появилось с созданием третьей версии в 2014 году, это возможность, технически это называется обратный экспорт, это возможность музеям получать обратную связь с государственным каталогом. После передачи данных о предметах, предметы получают номера государственного учета и затем снова экспортируются в музейную систему, встраиваются эти номера в музейную систему, и таким образом осуществляется уже формально процедура, вторая ступень централизованного государственного учета. Надо сказать, что все это стало возможным благодаря очень серьезным изменениям в законодательстве, которые произошли в 2017-2018 году. Фактически новые статьи или измененные статьи 54-го федерального закона позволили изменить эту законодательно закрепленную процедуру включения в музейный фонд. Была проведена так называемая амнистия, и все музейные предметы, которые были записаны в книге поступления основного фонда в музеях, в бумажные книги, признавались де юре уже частью музейного фонда. Государственный каталог требовался и требуется сейчас для того, чтобы завершить процедуру государственной регистрации этих предметов. Для этого все музеи нашей страны на протяжении времени с 2018 до сегодняшнего дня составили так называемые планы-графики, которые включают поквартальное описание, цифры передачи предметов в музейный фонд до конца 2025 года, когда официально должна завершиться эта процедура. Это правило действует как раз для так называемых старых поступлений, тех предметов, которые были включены в коллекции музеев до принятия новой версии закона. Для предметов, которые попали в музей после этого, так называемых новых поступлений, хотя мы понимаем, что это предметы 18, 19, 20, 21 годов поступления в нашем музее, для них действует немножко другая процедура. Эти предметы должны оказаться в государственном каталоге не позднее 60 дней после того, как они будут записаны в книге поступлений музейного фонда. Я должен сказать, что на сегодня Госкаталог – система чрезвычайно такая разветвленная, широкая. Она включает в себя сведения не только о предметах, но и о музеях.
и даже о тех юридических процедурах, операциях, которые официально называются сделками с музейными предметами, которые закрепляют временный или постоянный переход прав собственности на предметы. Когда предмет оказывается на выставке, да, покидает свою коллекцию постоянную, оказывается в экспозиции другого музея, происходит выдача на выставку. Вот эти все процедуры, они на сегодняшний день также фиксируются в государственном каталоге. Это тоже определено законодательством, потому что, согласно закону, в госкаталоге 3 реестра. Реестр музейного фонда, о котором все знают, это как раз база данных предметов. Реестр музеев, сведения о всех музеях, которые присутствуют, существуют в Российской Федерации, и реестр сделок с музейными предметами. Конечно, учет музейных предметов и музейных коллекций в электронном виде – это прежде всего возможность и необходимость государства представлять себе наши коллекции, количество предметов, богатство этих, разнообразие этих коллекций и действительно вести их централизованный государственный учет. Поэтому в плане контроля, в плане надзорных функций, которые выполняет Министерство культуры, госкаталог, конечно, чрезвычайно важен. С другой стороны, для музеев основная нагрузка по работе с госкаталогом, конечно, ложится на музеи. Для музеев это, безусловно, обременительная практика, работа в государственном каталоге, особенно на начальном этапе, когда и не было понимания, как осуществляется вот это технологическое взаимодействие, когда не у всех музеев были системы электронной базы данных внутренние, или если они были, они не были заполнены, эти базы. Ну и есть еще такое, конечно, представление музеев о том, что они как хранители только в крайнем случае должны делиться информацией о своих музейных предметах. Вот эти все и психологические, и технологические трудности мы преодолевали и преодолеваем все эти годы на самом деле. Но для музеев, я считаю, эта работа тоже очень важна, потому что все наше сегодняшнее существование, оно чрезвычайно тесно связано с цифрой, с цифровым пространством, с цифровым следом. И возможности сохранить информацию, сохранить сведения, а в государственном каталоге такие системы защиты информации, которые, в общем, позволяют, ну так если просто говорить, быть уверенными в том, что эти сведения никогда не исчезнут, не пропадут и не станут доступны каким-то третьим лицам недобросовестным. Для музеев это очень важно. Тоже возможность сохранения вот этой цифровой информации, потому что любая локальная база данных, а тем более бумажная книга, в общем, имеет совершенно другие возможности. К сожалению, так сказать, мы знаем примеры, когда трагические примеры, когда некоторые части собраний, музеев, ну, вот в силу, допустим, пожаров, да, или в силу хищений, предметы пропадали, информации о них, изображений этих предметов не было. А в государственном каталоге она была, и в каких-то базах данных электронных она была, что позволяет, собственно, их искать и, в общем, сохранять память об этих предметах, даже если они утрачены безвозвратно. То есть мы всегда все равно с музейным фондом должны помнить о том, что сохранение памяти, оно на сегодняшний день, в 21 веке, существует, конечно, в разных формах, и электронная форма тоже очень важна.